Украине объявила войну еще одна страна, из-за чего расскажем. В США на самом высоком уровне опровергли утечки о больших потерях техники, но сразу частично подтвердили. Кардинальное изменение на поле боя. Украинские защитники добились стратегического перелома. Убийство аятоллы напугало не только постсоветских диктаторов. Моссад заставил самый могущественный режим пойти на беспрецедентные меры. Венс призвал перестать воевать. Неужели вице-президент США пошел против Трампа? Зеленский на каждом углу. Президент Украины участвует в избирательной кампании, но в другой стране. Гремит не только на Ближнем Востоке. Взрывы все чаще раздаются в европейских столицах. Свистать всех наверх. Трамп объявил о разгроме Ирана, но тут же попросил прислать подкрепление и союзников, и врагов. Об этих и других событиях к утру воскресенья 15 марта. Только главное, без шума и пропаганды. Нехта рассказывает о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Иран фактически объявил войну еще одной стране. Высокопоставленный представитель режима обрушился с обвинениями на Украину за то, что она якобы помогает Израилю с беспилотниками. Эбрагим Азизи, глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исламской Республики, написал об этом в соцсети X. Провальная Украина фактически стала участником войны, и, согласно статье 51 Устава ООН, вся ее территория превратилась в законную цель для Ирана. Азизи проиллюстрировал свои слова совместной фотографией Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху. Официальных подтверждений о поставках беспилотников Киевом, Тель-Авиву нет. Но самое интересное, что иранский чиновник как-то забыл о шахедах, которые его режим уже много лет поставляет России для бомбежек Украины. Возможно, настоящая причина угроз Тегерана кроется во встрече Владимира Зеленского с Резой Пехлеви. Президент Украины и наследный принц Ирана поговорили накануне в Париже. Зеленский заявил, что Украина заинтересована в свободном Иране, который не будет поддерживать Россию и дестабилизировать регион. Дональд Трамп обрушился на американские СМИ. В своей социальной сети True Social он написал, что сообщения о 5 пораженных американских заправщиках являются фейковыми. Но в том же посте президент частично признал, что удар был и последствия для техники тоже. На самом деле база была атакована несколько дней назад, но самолеты не были сбиты или уничтожены. 4 из 5 практически не получили повреждений и уже вернулись в строй. Один получил немного больше повреждений, но скоро поднимется в воздух. Ряд изданий ранее сообщили, что в результате ракетного удара по американской базе в Саудовской Аравии повреждения получили именно 5 заправщиков, и все они теперь находятся на ремонте. Нью-Йорк Таймс и Wall Street Journal, в частности, а также другие низкопробные газеты и СМИ, на самом деле хотят, чтобы мы проиграли войну. Их ужасные репортажи прямо противоположны реальным фактам. Это действительно больные и невменяемые люди, которые понятия не имеют, какой вред они причиняют Соединенным Штатам Америки. Но если бы не эти СМИ, о повреждении даже одного заправщика ни американцы, ни мир могли бы не узнать. Тем временем вооруженные силы Украины наносят врагу новые, крайне болезненные удары. Спецназовцы из Главного управления разведки поразили сразу 2 военных корабля России – паром «Славянин» и судно «Авангард». Первый выведен из строя, второй поврежден. Как заявили в ГУР, эти суда были важными элементами Керченской паромной переправы и играли ключевую роль в логистике РФ, в том числе в транспортировке оружия и боеприпасов. Здесь стоим. Если бы служба безопасности вас не защищала, вы даже не заметили это. Могли бахнуть тут и все. Удары по Ирану и особенно ликвидация аятоллы напугали диктаторов по всему миру. Впечатлились не только Лукашенко и Путин, но и товарищ Си. В
В КНР начался демонтаж миллионов камер видеонаблюдения, сообщают в китайских соцсетях. Эта неожиданная операция началась после того, как стало известно, что Израиль использовал китайские камеры для слежки за иранским лидером Али Хаминеи. Израильские спецслужбы взломали камеры и с помощью искусственного интеллекта смогли отследить перемещение и распорядок дня аятоллы. Израильтяне тщательно исследовали его маршруты и установили ключевые фигуры из ближайшего окружения. Это позволило выбрать момент для нанесения удара по резиденции Хаминеи, который был выполнен с использованием 30 ракет класса Sparrow. А теперь Путину приходится глушить интернет в Москве, а Си Цзиньпину менять камеры по всему Китаю. На украинском фронте произошло качественное изменение. Об этом пишет The Telegraph. Силы обороны значительно расширили зону поражения российской армии, увеличив ее с 50 до 150 километров от линии фронта. Это стало возможным благодаря успешному уничтожению российских систем ПВО, таких как БУК, ТОР и Панцирь-С-1, которые ранее ограничивали действия украинских БПЛА в глубоком тылу противника. Теперь ударные дроны украинского производства могут действовать на значительно больших расстояниях. Для координации ударов был создан Центр командования глубокими ударами сил беспилотных систем, который эффективно направляет удары по целям в российском тылу. Основной задачей является лишение армии агрессора возможности подвозить технику и пополнение к линии фронта. Это позволяет Украине ослабить логистику противника и нарушить его операционные возможности, одновременно нанося удары по ключевым целям. Кроме непрекращающихся ударов по стратегическим объектам врага, Израиль и США продолжают охоту за лидерами иранского режима и его союзников. ВВС Цахала при поддержке военной разведки ликвидировали командира подразделения террористической организации Хезболла в Ливане. Хишам Абдель-Карим Ясин отвечал за обеспечение связи. Это уже 5-й командир сил Кудс и 3-й командир палестинского корпуса, ликвидированы с начала операции «Рычание льва». Тем временем США объявили награду до $10 миллионов за информацию о новом верховном лидере Ирана и других ключевых фигурах корпуса Стражей Исламской революции. Опубликован список из самых ценных 10 предводителей режима. Владимир Зеленский снова баллотируется, но баллотируется в Венгрии. Такое впечатление может сложиться у того, кто оказался в эти дни в стране. Улицы обклеены плакатами с портретами украинского лидера. И дело это соратников Виктора Орбана. Премьер Венгрии без Зеленского жить не может и каждый день посвящает ему очередные заявления. Правда, ранее Орбан утверждал, что Украина является не самостоятельным государством. Но теперь риторика премьера Венгрии изменилась кардинально. Венгрия не будет украинской колонией. Зеленский здесь не командует. В новом видеообращении Орбан опять обвинил Киев в нефтяной блокаде и призвал своих сторонников выйти в воскресенье на марш. До парламентских выборов в стране осталось всего 4 недели, а отставание от оппозиционной партии ТИСа, возглавляемой Петером Мадьяром, не сокращается. Может, Орбану нужно меньше думать о Зеленском и побольше, например, о венгерской экономике? Как думаете? Хватит воевать, давайте торговать. Так можно описать месседж, с которым выступил вице-президент США. Нет, Джей Ди Венс не пошел против Дональда Трампа, и речь не о войне на Ближнем Востоке, которую США начали 2 недели назад. Речь о войне, которая длится 12 лет и которую Трамп обещал остановить за 1 день. На экономическом форуме в Северной Каролине вице-президент Соединенных Штатов заявил, что его шеф стремится завершить войну в Украине, а потом восстановить торговлю, в том числе с Россией. Конечно, я могу быть предвзятым, но считаю, что это правильная идея, добавил Джей Ди Венс. Венс подчеркнул, что Трамп хочет прекратить гибель людей и остановить насилие, которое продолжается на фронте в Украине.
Взрывы гремят не только на Ближнем Востоке, теперь они слышны и в Европе. В Амстердаме произошел взрыв на территории еврейской школы. Здание получило повреждения, но незначительные. Пострадавших нет. Ik heb 5 dochters in deze school. Мои 5 дочерей учились в этой школе, поэтому я сейчас задаюсь вопросом, где правительство, где безопасность? В нашем районе очень хорошая полиция, которая действительно делает все возможное для нас. Но да, я теперь хожу в бронежилете, понимаете? Naar synagoge. Этот инцидент произошел на фоне серии атак на еврейские объекты в Европе. В ночь на 13 марта прозвучал взрыв в синагоге в Роттердаме, а 9 марта в бельгийском Льеже. В обоих случаях пострадавших тоже не было. Усиленные меры безопасности введены в синагогах и еврейских учреждениях по всей Европе. Тем временем Дональд Трамп выступил с призывом к ряду других стран прислать свой военный флот в зону ближневосточного конфликта. Среди перечисленных оказалась страна, которую президент США не только не считает союзником, но скорее главным врагом. Надеюсь, Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны, пострадавшие от этого искусственного ограничения, направят корабли в этот район, чтобы Ормузский пролив перестал представлять угрозу со стороны страны, которая была полностью обезглавлена. Трамп написал, что американцы с израильтянами уже уничтожили почти 100% военного потенциала Ирана. Но у режима все еще остается способность легко отправить 1-2 беспилотника, сбросить мину или запустить ракету. Хозяин Белого дома написал, что США будут и далее безжалостно бомбить береговую линию и постоянно уничтожать иранские катера и корабли. В финале Трамп пообещал сделать Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным. В какое уязвимое место режима наконец ударили союзники? Сколько морпехов плывет для участия в наземной операции? Чьих боевых роботов испытают на российских солдатах? В чем Кремль побоялся перечить Вашингтону и где протесты уже напоминают восстание? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если не видели. Приглашаю на вечерний выпуск.